Пользуясь случаем, напоминаю, что единственный, кто вас поддержит, это ваш скелет. В этот раз мы обойдем идею нежити и рассмотрим другую тему, что является доброй половиной проекта Долины Нежити. Поговорим о том, как в долину попадают люди и другие живые существа, почему их называют блуждающими путниками и какова их роль в землях, населенные мертвецами. Темного времени суток, вы попали в Долину Нежити, и мы продолжаем знакомить вас с проектом, посвященный тематике нежити. Приготовьте фолиант для призыва костяных конструктов и следите за тем, чтобы ваш питомец не обратился в Виндиго. Существа, чьи жизни находятся в подвешенном состоянии и ранее погибшие в различных уголках космоса, обретают себя на этом странном переходе между их старым миром и бескрайним неизведанным пространством. Неважно, кем являются эти существа – людьми, гуманоидными созданиями, существами ксеноподобных видов. Оказавшись в Долине Нежити и сохранив при этом свой изначальный предсмертный облик, они в дальнейшем будут называться блуждающими путниками. Им не удается сразу осознать перемену своего существования, ибо смерть проскользнула мимо глаз, размывая последние значимые события в жизни, но на этом их путь не оканчивается. Одетые в ту же одежду, что была на них в последний момент жизни, лишенные своих привычных предметов и технологий, блуждающие путники оказываются в полном непонимании окружающего мира. В своем дезориентированном состоянии путники бродят среди непроходимых чащ и пустынь, пытаясь понять природу этого места, вынуждены изучать земли, где время и пространство кажутся переплетенными в безбрежной петле. И лишь нежить, духи и мертвецы встают у них на пути, угрожая безвозвратно окончить их попытки вернуться и спастись из этого места. Разные представители мертвых, призраки прошлого, а также иные ужасы поднимаются из мрака, охотятся за теми, кто недавно к ним присоединился. Блуждающие путники вынуждены бороться за свое выживание, применяя лишь свой ум и силу духа. Иначе они сами станут частью этого мертвого общества и окружающего антуража. В основном, в Долину Нежити блуждающие путники попадают в момент своей смерти или за мгновение своей кончины. Однако, это место нельзя назвать пристанищем всех мертвых во Вселенной, так как существуют особые условия появления блуждающих путников в этом месте. Условие первое. Их судьба оказалась незавершенной, незаконченной и не обрекшей окончания жизненного пути. Второе условие. Их жизнь оказалась либо на волоске смерти, либо оказалась в мгновении между неизбежной смертью, будто старость, болезнь или смертельная рана. И третье условие. Жизнь таких переходных существ имеет невыносимое воплощение их поступков. Только такое воплощение кармы не оперируется на грехах личности, а на количестве возможных положительных дел, которые тот не смог совершить или не совершил по собственному желанию, что привело к стремительному и неизбежному пути в пространство Долины Нежити. Существует еще одна причина, по которой некоторые существа могут попасть в Долину Нежити в момент своей смерти, однако уже не в качестве блуждающего путника, а скорее больше напоминающие нежить, потеряв свой прежний облик и обретя черты, не присущие своей расе. Эти существа превзошли порог допустимости первых трех условий. Их облик значительно изменяется, приобретая особенности, напоминающие о прошедших деяниях и постоянно напоминающие о боли, которые когда-то нанесли эти существа при жизни. В отличие от блуждающих путников, такие существа не имеют возможности обрести покой и освободиться от власти долины, тщетно обретя свою участь в местных землях. Какова цель блуждающих путников в Долине Нежити? Конечно же, выйти из долины, не потеряв свой облик и рассудок, переосмыслив свои поступки и обретя новое видение своей жизни и своих будущих целей. Руины древних поселений, таинственные скульптуры и диковинные символы напоминают о древних и могущественных цивилизациях, что когда-то существовали, но теперь их осколки собрались воедино. Блуждая по ним, направляясь по тропе, освещенной от яркого света Ренгара,
местной космической сущности, заменяющей освещающее небесное тело. Путники изучают утраченную историю, находят разные артефакты, адаптируются при помощи них к новым условиям, пытаясь самостоятельно выжить или помогая другим. Нежить, пробужденная собственной магией долины, становится испытанием для путников, но их самая большая слабость – собственное психологическое состояние. Долгие периоды борьбы с нежитью, постоянная угроза и безысходность существования в долине нежити оставляют следы на их душевном состоянии. Путники становятся нервными, шаткими и подвержены галлюцинациями. Некоторые даже теряют свое человеческое достоинство, превращаясь в тени самих себя. Их психологическая нестабильность становится таким же врагом, что и нежить, ведь в долине даже их разум становится добычей для мистических сил этого загадочного уголка космоса. Но несмотря на трудность существования в долине нежити, существует объединение, которое ставит своей целью помощь путникам в поиске жизненного пути и переосмыслении их прошлой жизни. Эти благородные группы стремятся создать оазисы безопасности и силы, в основном в таких местах, которые называются ветхими поселениями, предоставляя путникам не только защиту от угрозы нежити, но и поддержку в борьбе с внутренними невзгодами и темными искушениями.